I believe in the evil in human nature. This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Он мог стать гордостью российской науки, талантливый лингвист-политолог, переводчик, журналист и составитель словарей. Но болезнь гениев, шизофрения, дала иной поворот его судьбе, заставив разорять могилы и делать кукол из похищенных тел. Увлекшись идеей воскрешения умерших, бывший ученый погубил свою жизнь и жизнь своих родителей. Анатолий родился в первый день сентября 1966 года в городе Горьком. Его отец Юрий, кандидат технических наук, и мать Эльвира, инженер, души в сыне не чаяли. Мальчик рос робким и застенчивым. Одноклассники насмехались над ним, нередко шутки переходили в откровенное издевательство. Толя учился в 3 классе, когда однажды пришел домой грязный, в рваной одежде, его тошнило и рвало. Родители не придали этому значения, решив, что ребенок отравился, тем более, что и сам сын не смог ничего объяснить. Про этот случай вспомнили только спустя несколько лет, когда служивший в армии Анатолий написал родителям, что в тот раз его изнасиловали. Несмотря на детские травмы, юный москвин хорошо учился, проявляя большие способности в изучении языков. По окончанию школы он становится студентом Горьковского пединститута иностранных языков, после которого поступает в аспирантуру филфака МГУ, где на кафедре германской и кельтской филологии пишет диссертацию. Талантливый политолог знает 13 языков, занимается репетиторством, выполняет за деньги курсовые и дипломные работы. Со 2-го курса МГУ он был призван в армию, служил в пограничных войсках, делал там переводы со шведского языка. Из армии писал родителям письма, как ему там тяжело. Анатолий потом рассказывал, прапорщик ставил солдата на табуретку, заставлял засовывать голову в петлю. Вторую часть образа молодого ученого составляют философские искания. Так, по рассказам Москвина, одно время он состоял в обществе люцифериан, которых отличал от сатанистов. Проводил ритуалы с мертвыми животными, давал обет целибата и воздержания от спиртного и курения, отвергал христианство, в целом считал себя язычником. Анатолий был в своем городе достаточно известным человеком. Он перевел книгу «История свастики» и написал к ней приложение под названием «Крест без распятия». В декабре 1997 года Москвин начал издавать электронный альманах «Кельтский рассвет». На протяжении многих лет он занимался вопросами нижегородского краеведения, а в июле 2005 года начал издавать еще один электронный альманах под названием «Память земли». В течение 4 лет он работал внештатным корреспондентом газеты «Нижегородский рабочий», где публиковал исторические и краеведческие очерки. В газете ученого ценили и называли автором гениальных публикаций. Одним из увлечений мужчины стала некрополистика, раздел истории, изучающий похоронные обряды. Свои вылазки на кладбище с целью раскопок Москвин начал в начале 2000-х. Следует сказать, что на протяжении 2 лет, с 2008 по 2010, Анатолий Юрьевич исследовал местные кладбища и писал статьи об их истории. Эти работы имели огромный резонанс, автора стали постоянно приглашать выступить с лекциями в различные организации. К некрополисту нередко обращались люди, искавшие могилы своих родных. Он досконально помнил все захоронения. Однажды даже указал, где искать могилку девочки, убитой в 2002 году нижегородским Чикатило Владимиром Жуковым. В 2010 году Анатолий стал основателем газеты «Некролог НН», где бесплатно публиковал десятки кладбищенских очерков. Несколько раз в месяц Москвин писал для местной газеты «Нижегородский рабочий» как внештатный автор его статьи о кладбищах и похороненных там знаменитостях. Содержание публикаций часто шокировало не только читателей, но и коллег некрополиста. Простой смертный, да, простой человек.
Он не может столько знать, сколько вот он писал в своих вот этих краеведческих статьях. Наверняка человек с какими-то странностями, особенностями. Ну, грубо говоря, маньяк. Позднее он расскажет, как мечтал издать книгу «Нижегородский некрополь». По словам ученого, при подготовке к этому изданию он посетил 750 кладбищ, переписал с надгробий порядка 900 эпитафий и составил огромную картотеку, в которую входило 10 тысяч могил. Совершая свои исследования, он проходил в день по 30 километров. Ночевал в кладбищенских сторожках, на лавочках, в подъездах, стогах. Один раз даже в свежевыстроганном гробу. Служители правопорядка иногда его задерживали за подозрительный вид, но всегда отпускали. Вояжи по кладбищам отнимали практически все время. Постоянной работы у Анатолия не было. Водил экскурсии, подрабатывал репетиторством, писал в местные издания очерки. Опять же, в основном на кладбищенскую тематику. Истоки интереса к некрополистике Москвин объяснял, рассказывая странную историю, реальность которой доказать невозможно. Тем не менее, Анатолий даже называл дату – 4 марта 1979 года, когда он, на тот момент семиклассник, стал невольным свидетелем некой магической церемонии. В тот день по дороге в школу Толя увидел похороны 11-летней девочки. По словам Москвина, несколько мужчин из траурной процессии поймали его и, трясущегося от страха, подвели к гробу и, пообещав денег, велели целовать покойницу. «Я залился слезами, умолял отпустить», — рассказывал позднее Анатолий. «Но кто-то взрослый силой пригнул мою голову к восковому лбу девочки в кружевном чепчике. Мне не оставалось ничего другого, как поцеловать, куда приказано. Затем мне подали 2 стертых медных кольца, велели одно насадить мертвой невесте на палец, другое надели на палец мне. Потом дали бумажку в 10 рублей и отпустили. Я за первым же поворотом выкинул колечко в снег. На 10 рублей накупил книг про животных и монгольских марок. Было ли это на самом деле, сказать сложно. Позже психиатры поставят бывшему ученому диагноз «шизофрения», при котором любая история уже будет выглядеть как плод больного воображения. Тем не менее, в этот период впервые Эльвира заметила странности в поведении сына. У того начались галлюцинации. По ночам он стал бредить, мертвая невеста стала сниться ему чуть ли не каждую ночь. Мать решила отвезти Толю к врачу. Психиатр все объяснил гормональной ломкой и выписал валерьянку. Позже Москвин грезил о другой девушке, говорил, что влюблен. Ему приписывали роман с землячкой Юлией Гришновой. Юля согласилась быть его музой, дамой сердца, но с условием секса не будет. Москвин был рад просто жить с ней вместе, работать, на всякую ерунду не отвлекаться. Мама Москвина считает, что она вбила ему в голову, что надо бы удочерить ребенка. Так, в 2003 году у Москвина появляется навязчивая идея взять девочку из детского дома. Он занимается этим вопросом. Ездит в детский дом, собирает документы. Но органы опеки ему отказывают в опекунстве по причине малого дохода. Денег у него и правда не водилось. Москвин перебивался случайными заработками. Напишет статью в журнал, проведет экскурсию в краеведческом музее. Вот и весь доход. Причем хотел взять из детского дома девочку достаточно взрослую, 12 лет. На вопрос следователя «почему не младенца?» он пояснял. Ребенка мне очень хотелось, чтобы была своя дочка, чтобы передать ей все те знания, которые у меня есть. У меня большая библиотека, вообще, очень хотелось. Но первое время, мне не давали родители, они думали, что я не справлюсь. Потом, видя, насколько я это хочу, родители мне разрешили, но там возникли проблемы с органами опеки и попечительства, поскольку сказали, что у меня маленькая зарплата. А я действительно никогда не стремился за деньгами, я всегда стремился, чтобы была польза и чтобы было интересно. Москвин часто ругается с родителями. Однажды после такой ссоры он пригрозил матери, что станет заниматься черной магией и входить в контакт с духами умерших детей, мумифицировать их тела и хранить дома. Мать в сердцах ответила, чтобы он занимался чем хочет, и Анатолий отправляется гулять по кладбищу, чтобы успокоиться. Наткнувшись на неприметную могилу девочки, решает ее раскопать. Из показаний Москвина. 9 мая 2003 года вечером пришел на могилу. Стамеской разрыл у изголовья до гроба. Гроб был обит малиновой синтетической материей.
Стамеской я выдолбил отверстие в крышке гроба у изголовья и через него вытащил то, что осталось от тела. Оно было в очень плохом состоянии, покрытое личинками мясных мух и сильно разложено. Девочка была одета в белую блузку, черную юбку, белые колготки и туфли. У ребенка были длинные волосы. Тогда я решил впервые попробовать его мумифицировать. Перенес тело в отдаленный угол кладбища и закопал ее в заброшенную могилу какой-то бабушки. Чтобы правильно мумифицировать тело, нужна сода и соль в различных пропорциях. В магазине купил эти вещества. На помойке нашел старые капроновые чулки и сделал из них мешочки. Насыпал в них соду с солью, стал привязывать к останкам девочки. Эти мешочки я менял раз в неделю. Влажные мешочки сушил тут же на кладбище. Людям, которые обращали на меня внимание, говорил, что кормлю птиц. 25 июля 2003 года я обернул тело разной одеждой и в рюкзаке перенес его к себе домой. В течение 2 дней я восстанавливал тело, набил внутрь тряпки, положил свежие женские прокладки. Также внутрь положил бывший у меня человеческий скальп. Потом я зашил тело нитками и сделал на лице восковую маску. Кстати, голова девочки была наполовину снесена. У меня был череп ребенка. Я выпилил соответствующий фрагмент из этого детского черепа и вмонтировал его в голову мумии. Потом наплавлял воск со свечек на лицо мумии, а затем покрыл его лаком для ногтей, который нашел на помойке. После этого обмотал тело колготками и надел на него одежду, которую тоже нашел на помойке. В течение второй половины 2003 года я спал с этой куклой ночью. Позже, в ходе обыска у некрополиста в квартире, полиция обнаружит 28 подобных кукол. Силовики найдут мастерскую по изготовлению страшных экспонатов, стопки содранных с надгробий фотографий, инструкции по изготовлению кукол, а также карты и схемы кладбищ Нижегородской области. В квартире 45-летнего нижегородца сотрудники правоохранительных органов обнаружили 28 ростовых кукол, которые он изготовил самостоятельно, используя одежду, которая была украдена им на кладбищах из мест захоронений, а также мумифицированные останки человеческих тел. Впоследствии была обнаружена еще одна аналогичная кукла, которая находилась в принадлежащем ему гараже. По словам матери, она ни о чем не догадывалась, несмотря на то, что одну из своих дочек Анатолий поселил в спальне родителей. Смущало женщину лишь то, что сын с этими куклами разговаривал, как с живыми людьми. Она всегда делала ему замечания: «Что ты, маленький, что ли? Все играешься с ними». По ее воспоминаниям, куклы сына были сделаны настолько рукотворно, как будто из папье-маше. Ничего страшного в них не было. Вводило в заблуждение еще и то, что большая часть мумий была усовершенствована с помощью механизмов от музыкальных игрушек или шкатулок. От тряски или прикосновения куклы начинали петь или издавать звуки. Из мертвого тела доносилась детская мелодия «Мишка очень любит мед». Даже у видавших виды оперативников начали сдавать нервы, когда из тел начали слышаться звуки типа «мама» или рычание медведей. Весной 2011 года практически на всех нижегородских кладбищах были совершены странные набеги на мусульманские могилы. Осквернения захоронений происходили регулярно, поэтому нижегородская полиция каждую ночь шерстила все городские погосты. В ходе оперативных мероприятий стражи порядка и вышли на странного краеведа, который засветился на кладбищенских камерах слежения. На допросе Москвин признался, он выкапывал только те тела, на которых не было никаких внешних повреждений. Предварительно узнавал, по какой причине скончалась та или иная девочка. По его словам, ни одну ни разу не видел обнаженной. Накрывал специальной чистой простыней. У меня было, любимые дети. Я любимых детей, планировал оставить себя домой в любом случае. Тех, которые мне меньше нравились, я их планировал вывести в гараж и, чтобы они, чтобы они жили там в гараже. Если кто-нибудь из детей меня совершенно разонравливался, я его опять выносил на то место, где он был, и закапывал в его же собственную могилу.
никаких, соответственно, ничего там не ломал, там, не уродовал, никак не расчленял, то есть обращался нежно, ласково, вежливо, даже старался матом при этих детях не ругаться, поскольку при детях нельзя, тем более, что они, все были девочки, так что старался держать себя на высоте. По его собственным признаниям, через его руки прошло более 80 человеческих тел. Обыски в квартире продолжались очень долго. Вон лежат они уже древненькие. Сколько Замумифицированы. То есть он здесь эти делал, да? Да, из трупов кукол. То есть древний так, да? Да, Там все девочки, да? ну как правило. Одежда, много кладбища, обувь. Вечерние съемки. Среди вещей была найдена женская нога в красивой туфле и ажурном носке. Также на экспертизу отвезли найденный в гараже череп. Старательно задрапированный тканью и воском, он больше напоминал кукольную голову. Для большего сходства Москвин даже вставил в глазные отверстия кукольные зрачки. Внутри, в грудной клетке почти каждой мумии, было нечто особенное. Он вкладывал плюшевые сердца, мыло, колготки. В одно из тел вложил сушеное сердце выкопанного ребенка. В грудной клетке одной мумии была часть надгробной плиты с именем и фамилией, а у другой – больничный лоскут с датой и причиной смерти. Кроме того, из жилища ученого было вывезено 2 коробки костей, возраст и принадлежность которых еще предстояло выяснить экспертам. Анатолий убеждал оперативников, что он пытался оживить девушек, и был уверен, если бы опера не тронули их, так бы и случилось. Но поскольку тела отправили на экспертизу, раздевали, то они теперь никогда не воскреснут. Бывший ученый охотно шел на контакт со следствием, не раз удивляя правоохранителей своим особым взглядом на мир. Например, подследственный заявил, чтобы после освобождения ему обязательно вернули всех его детей. Перед этим я изучил теорию технологии мумификации по всем доступным книгам. Я изучил древнеегипетскую письменность, соответственно. Я ездил в Москву, специально изучал все это дело. И потом ездил по различным областям России, соответственно, изучал технику мумификации в разных грунтах. Потом настолько заинтересовался, что стал обращать внимание и на выдающихся людей, и в результате стал некрополистом. То есть уже около 7 лет я себя считаю некрополистом. Большой цикл моих статей по истории нижегородских кладбищ вышел в газете «Нижегородский рабочий» в течение всего 2008 года. И добавил при этом: «Я знаю, как после эксгумации хоронят. Я потом вернусь и все могилки проверю». Экспертиза показала, что никаких сексуальных действий с телами он не проводил, а относился к ним как к своим детям. Настолько шокирующим делом не могла не заинтересоваться пресса. В одном из интервью осквернитель могил рассказывал: как правило, я спал на этой могиле, и смотрел, есть контакт или нет контакта. Сначала я выкапывал только тех, с которыми есть контакт, но потом я выкапывал абсолютно всех, которые, на могилах которых спал, чтобы разобраться, почему есть контакт, почему нет контакта, и, соответственно, приобрел, достаточно большой опыт в этом деле. Тех детей, которые мне нравились, я сушил, воскрешал, приносил к себе домой. А что делали дома с ними? А дома я с ними общался, то есть у нас был отряд, у нас был лидер, был антилидер, соответственно, у нас была иерархия, у нас был свой собственный язык, у нас были, соответственно, свои песни, у нас были свои праздники, то есть у нас был, свой внутренний, Анатолию Москвину было предъявлено обвинение по статье 244 Уголовного кодекса Российской Федерации «Надругательство над могилами и телами умерших». Но по итогам судебного процесса, состоявшегося в мае 2012 года, он был признан невменяемым и с диагнозом шизофрения направлен на принудительное психиатрическое лечение. Сегодня завершено рассмотрение уголовного дела, которое шокировало всю нижегородскую общественность. Это серийные надругательства над телами умерших
малолетних девочек, их над могильными сооружениями. И весь процесс проходил в очень серьезном эмоциональном напряжении. Мы достоверно установили в судебном заседании, что эти общественно опасные деяния совершены Москвиным. И важно, наверное, отметить о том, что какого-то глубокого раскаяния, сострадания не появилось в этом процессе. Судья не знал, что делать с таким преступником. Москвин выкапывал трупы, мумифицировал их, но надругательства над телами не производил. Сам Анатолий уверял, что таким образом хотел продлить жизнь девочкам. В итоге для него не нашлось статьи в УК, но и отпускать его было нельзя, поэтому его определили в психбольницу в отделение принудительного типа. Главный правовой результат, который мы могли достичь по этому делу, единственное, который, может быть, понимаем, это добиться изоляции Москвина. Добиться изоляции Москвина и назначения ему принудительных мер медицинского характера, помещения его в психиатрический стационар. Сегодня мы удовлетворены судебным решением, поскольку суд назначил такие меры, принудительные меры медицинского характера, и Москвин после вступления судебного решения в законную силу будет помещен в соответствующий психиатрический стационар. Суд вынес достаточно логичное, на мой взгляд, решение, потому что есть заключение комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы, которая, собственно, признала у него психическое расстройство, ну, о нем уже, в принципе, все знают об этом, в форме шизофрении. И что исключает вменяемость Москвина, то есть он не осознал фактический характер своих действий, не мог руководить ими. То есть то, что он совершил, он не осознавал, что он делает, какую боль он причинил потерпевшим, которые, вот, собственно, также допрашиваются в данном судебном заседании. Он сам желает данного лечения. То есть он понимает, что с ним не все, как говорится, в порядке с его психикой. Он это осознает и хочет побыстрее уже уйти в этот психиатрический стационар. Согласно заключению экспертов, некромант страдает психическим расстройством в форме шизофрении параноидальной формы. Это лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Главврач клиники гордится таким пациентом. Так и говорит: «Это самый интересный товарищ у нас. Бережем его, как сокровище. Никому не отдадим». Несомненно, я раскаиваюсь в моих поступках, поскольку не все то, что я планировал, вышло так, как оно это вышло. Может быть, мне надо было идти каким-нибудь другим путем. Те лекарства, что получает Москвин, будут превращать его в растение. Нейролептики подавляют передачу нервных импульсов, работу мозга. Идут необратимые изменения личности. Приход в квартиру полицейских для родителей, очень спокойных и пожилых людей, стал шоком. Отец попал в больницу с инфарктом. У матери обострился сахарный диабет. Она тоже попала в больницу. Соседи обходят их стороной, боятся даже здороваться с ними. Следствие продолжалось год. Часто приходили с обысками в квартиру в любое время, без предупреждения. После суда и обысков, многочисленных угроз, мать предложила отцу открыть газ и умереть. Отец сказал: «Нельзя. Кто-нибудь спичку зажжет, дом взорвется». Родители долгое время ждали, какое решение будет вынесено по квартире, выселят или нет, когда приставы придут забирать квартиру за моральный ущерб. На суде родственники покойных кричали Москвину: «Убить, расстрелять, пожизненное заключение!» А когда адвокаты предложили потерпевшим подать на возмещение морального ущерба, люди называли огромные суммы. В итоге квартиру не тронули. Моральный ущерб вычитается из пенсии по признанию Москвина недееспособным. Соседи Москвиных поведали, что через какое-то время после ареста Анатолия в подъезде появился неприятный запах. Вызвали сотрудников ЖЭКа, осушили подвал и нашли труп неизвестной женщины. Теперь жильцы думают, что это одна из жертв Москвина. Эти данные так и не подтвердили, но для измученных осуждением стариков это стало очередным ударом. Говорят, звонили им из Германии, интересовались мумификацией, хотели поговорить с Анатолием. Но он в психиатрической клинике закрытого типа, и посторонним общение с ним запрещено. Приглашали однажды священнослужителя освящать дом и квартиру. Священник на родителей ругался: «Все эти беды у вас от того, что в церковь не ходили. Надо было ходить и обо всем рассказывать». Сейчас Эльвира, мать Анатолия, пишет благодарственные отзывы врачам в психбольнице, чтобы к Анатолию Москвину относились лучше. Она очень боится, что его кто-нибудь убьет.
Мать приходит к сыну каждый разрешенный для посещения день, приносит ему еду, так как в больнице очень плохо кормят. Она категорически против того, чтобы сына отпустили. Боится, что он снова пойдет раскапывать могилу. Ведь на суде Москвин сказал: «Не забирайте моих девочек обратно в могилу. При возможности я их снова заберу к себе. Им там плохо». Тогда все поняли, что если его отпустить, он снова пойдет на кладбище. Вскоре после огласки дела сообщения о куклах из мертвых тел, обнаруженных в квартире подозреваемого, появились в СМИ Европы, США, Китая, Индии и Австралии. Иностранные издания Москвина называют грабителем кладбищ, а также упоминают о том, что соседи считали краеведа гением. Самого некрополиста называют коллекционером трупов. Новость о Нижегородском краеведе освещалась по всему миру. Москвин находится на лечении уже 12 лет. Под действием седативных препаратов он очень медленно двигается, плохо говорит, теряет зрение, не может писать, изо рта течет слюна. Большую часть суток спит, остается безучастный к разговору. Немного улыбается, только когда мать начинает рассказывать про домашнего кота. Говорит, что начал писать в СИЗО книгу «Нижегородские мастер и Маргарита» и скоро надеется выйти и продолжить работать, однако этого не произойдет. В 2023 году по заявлению главного врача психиатрической больницы номер 2 Москвину продлили меры медицинского характера в связи с его тяжелым диагнозом. Анатолий Москвин с самого детства был гениальным ребенком. Однако непонятно, повлияло ли на него изнасилование или его мозг настолько был перегружен информацией, что в какой-то момент дал сбой. Можно ли было предотвратить его заболевание еще в детстве, на стадии зарождения? Виноват ли психиатр, который списал отклонение мальчика на гормональные перестройки? А что, если бы Москвину позволили забрать девочку из детского дома, с которой он разговаривал бы, передавая свои знания живому человеку, и, возможно, не сошел бы с ума от идеи воскрешения? Или удочеренная сирота могла бы стать такой же куклой? Как вы считаете, дорогие зрители? Делитесь своим мнением в комментариях.